Привет, это фрилансер по жизни, и сейчас я познакомлю тебя с адаптивной версткой сайтов. Расскажу, зачем она нужна, и покажу на практике ряд основных подходов. Изучим медиазапросы и их конструкции. Поговорим о Mobile First, а также о лучших практиках адаптива. Вперед! Адаптивная верстка позволяет сайту подстраиваться, адаптироваться под разные размеры мониторов ПК, экранов планшетов и смартфонов. Причем мобильный интернет-трафик растет с каждым годом. На январь 2018 года он составлял более 56% против 44% со стационарных ПК и ноутбуков. И чтобы эффективно потреблять этот трафик, мы должны предоставлять пользователям сайты с максимально удобным, адаптивным интерфейсом. Помимо этого, адаптивные сайты имеют приоритет при поисковой выдаче. Одним словом, адаптивная верстка сегодня крайне важна, и любому мастеру нужно уметь ее делать, и делать хорошо. В целом можно выделить 4 подхода к верстке. Это фиксированная, то есть не адаптивная верстка, отзывчивая верстка, адаптивная верстка и отзывчиво-адаптивная верстка. Пойдем покажу каждый из подходов на примере. И покажу я все это на примере вот такого вот простого импровизированного макетика. Здесь есть шапка, здесь есть подвал и 2 блока с 3 колонками и с 2 колонками. И прежде чем приступить непосредственно к демонстрации различных подходов к верстке, стоит сказать пару слов о контейнере, который ограничивает ширину нашей контентной части. Так как же определить эту ширину? Ширина контейнера определяется на основе макета дизайна. Взглянем на этот макет. Ширина всей его области 1440 пикселей, но ширина контентной части явно уже. Существует множество способов в разных редакторах измерить ширину блока. Я пользуюсь авокодом, и самый простой для меня способ — это просто выделить блок, который занимает всю ширину контентной части. Например, карта. Я просто выделяю ее и вижу здесь ширину этого блока. 1170 пикселей. Далее при написании HTML-кода мы должны использовать оболочку с неким классом. Например, в блоке header у меня есть оболочка с классом container, я так его и назвал, контейнер. И, собственно, он и будет ограничивать ширину всей контентной части, которая находится внутри него. Соответственно, в файле стилей style CSS я должен ограничить ширину своего контейнера. Если мы говорим о верстке фиксированной, то есть не адаптивной, не отзывчивой, мы просто можем задать ширину, которую мы только что выяснили в макете. Это 1170 пикселей. И также выставить наш блок по центру с помощью margin 0 auto. И, собственно, мы получим то, что мы уже здесь и видели. К ограничивающему контейнеру мы еще вернемся и не раз, а сейчас пришло время поговорить о фиксированной верстке. Наверняка ты думаешь, что фиксированная верстка — это верстка с указанием фиксированных значений, к которой просто не применен никакой адаптив. Это верно, но не совсем. Дело в том, что даже фиксированную верстку можно с помощью определенных манипуляций неплохо отобразить и на мобильном устройстве. И я сейчас покажу как. По умолчанию наша верстка, которая сделана с помощью указания каких-то фиксированных значений, в частности ширин, будет вести себя следующим образом при сжатии экрана. Я начинаю сжимать экран, и мы видим, что верстка уходит за край, да, нашего экрана. То есть часть информации, она прячется за экраном. Соответственно, где-то на мобилке мы не сможем нормально увидеть, рассмотреть всю информацию, собственно, на нашем сайте. Но, как я уже и говорил, есть пару приемчиков, которые все-таки смогут отобразить нашу фиксированную верстку и на мобилке. И первым делом нужно настроить мета-тег viewport. По умолчанию его у нас нет совсем, но нам нужно его добавить. Добавляем мета с именем viewport и значение, то есть контент, будет следующий: width равно, и здесь мы опять пишем значение нашего контейнера, то есть 1170, без пикселей, без ничего. Просто указываем вот это значение, которое мы ранее выяснили в макете. Хорошо. Далее мы перейдем в Style CSS и для body
укажем минимальную ширину, min width 1170 пикселей, дополнительно ограничив нашу ширину на сжатие, то есть меньше 1170, чтобы у нас боди не сжимался. Хорошо, посмотрим теперь, как будет вести себя верстка при сжатии. Теперь, когда я начинаю сужать экран, наша страница как бы масштабируется, так? И весь контент помещается в наш viewport, и теперь даже на мобилке, пусть и мелко, но мы все равно сможем видеть весь контент. Также стоит обратить внимание, что в данном случае мы не видим никаких отступов слева и справа у контейнера, потому что, собственно, мы указали ему ширину 1170. Соответственно, никаких отступов слева-справа не будет. В таком случае можно немножко увеличить контент до 1200 и поставить слева-справа отступы по 15 пикселей. И изменить, собственно, эту новую ширину во всех случаях, где мы ее указывали. И теперь у нас появятся вот такие отступы по 15 пикселей слева и справа. И сайт станет выглядеть намного лучше. И теперь, даже если у нас нет адаптива на сайте, он все равно неплохо, ну, максимально хорошо, насколько это возможно, отобразится даже на мобильных устройствах. Но ни Google, ни Яндекс это не засчитает как за мобильную версию, либо как за адаптивную верстку. Поэтому это просто, когда у нас действительно сайт какой-то старый, например, и не хочется делать его адаптивным, то таким способом мы можем хотя бы отобразить его более или менее нормально для пользователей мобильных устройств. С фиксированной разобрались и переходим к ряду адаптивных версток, которые включают в себя в том числе отзывчивую, адаптивную и отзывчивую адаптивную. Да, с одной стороны кажется, что это одно и то же, но все-таки есть некоторые отличия, поэтому я решил вот так вот их и разделить. И сейчас, я думаю, все станет более понятно. Итак, отзывчивая верстка. Что же это такое? В первую очередь мы указываем ширины уже не в фиксированных значениях, а в процентных значениях. И, собственно, фишка этой отзывчивой верстки в том, что она как бы резинится, да, она как бы резиновая. И я сейчас покажу, как это работает. Первым делом мы должны настроить наш метод viewport соответствующим способом для адаптивной верстки. Для этого мы убираем наше фиксированное значение и пишем device минус width. Вот таким вот образом. Дальше мы убираем вот эти все наши ограничения, указанные для body. Далее, для контейнера вместо фиксированной ширины мы ставим максимальную ширину, то есть мы ограничиваем его по ширине, а не указываем явную ширину. А также дальше по коду мы убираем все, что связано с некими фиксированными значениями ширин. У меня здесь есть пара блоков, где я указывал, собственно, фиксированные ширины. Это дело я все убираю. Также у меня прописана сетка на флексе и колоночная система, то есть, и она прописана у меня уже в процентах. 33,33% для трехколоночной системы и, соответственно, 50% для двухколоночной системы. И теперь наша страничка будет вести себя следующим уже образом. Я начинаю сжимать ее, и мы видим, что страница начинает подстраиваться, действительно отзываться на ширину экрана. И вот все у нас резиновое, да, вот обратите внимание на вот эти блоки. Именно вот это вот действие, возможность верстки вот таким образом отзываться на любую ширину экрана и называется отзывчивой версткой. С одной стороны, зачем идти дальше? Отзывчивая верстка — это то, что надо, вообще супер классно. Но дело в том, что при определенной ширине экрана, вот допустим, вот здесь уже ниже 500, ну даже ниже уже 700, у нас явно уже контент не читабелен. И уже ниже 400 он у нас просто уже перестает всячески помещаться. Где и как мы можем применять именно отзывчивую верстку? Внимательно посмотрим на вот этот вот макетик, любезно предоставленный мне одним из патронов Денисом. Большое спасибо. Итак, посмотрим на него, и что мы здесь увидим.
мы увидим, что у нас тут фактически нет контейнера. Собственно, контейнер-то есть, но он никак не ограничивает нашу контентную часть по ширине в большинстве блоков. Только вот здесь вот в подвале мы видим знакомое нам ограничение по ширине. То есть сам блок широкий, да, у него есть какой-то фон, но контентная часть ограничена на каком-то уровне, какой-то шириной. А все остальные блоки, вот здесь вот это ярко выражено, они как бы должны всегда быть в той ширине, на каком устройстве открыт данный сайт. Например, на большом телевизоре даже. Все равно оно все должно быть большое и пропорционально правильное. Как раз это один из тех случаев, где стоит применить именно отзывчивую верстку. И выглядеть это будет примерно вот так. Этот сайтик я сверстал и обязательно сделаю выпуск, как верстать этот сайт с нуля. И, собственно, вот как работает отзывчивая верстка. Я беру, начинаю сжимать экран, и мы видим, что все блоки, вот здесь, которые помещаются, собственно, в экран, они начинают пропорционально сжиматься. То есть и по высоте, и по ширине. И причем, если я укажу какую-то большую ширину экрана, не знаю, 2400 там, да, вот, такое что-то очень большое, там, 3700, какие-то 4К, не знаю, какие-то большие устройства, что мы увидим? Мы увидим все равно вполне адекватное отображение нашего контента, да, то есть картинки пропорционально увеличены, блоки пропорционально увеличены, у нас не выглядит все как-то ужасно, у нас все выглядит вполне достойно. Соответственно, мы начинаем ужимать, у нас все ужимается до определенного момента. Вот, и как раз вот этот определенный момент, вот он здесь вот происходит, это как раз следующий наш тип верстки, это адаптивная верстка. Адаптивная верстка подстраивается под разные устройства, разные размеры экранов с помощью так называемых брейкпоинтов, с помощью медиа-запросов, о которых мы поговорим чуть-чуть позже. И вот как это работает. В тот момент, когда ширина экрана подходит к определенной точке, к так называемому брейкпоинту, он срабатывает, и ширина нашего контейнера становится уже. Опять при уменьшении экрана, опять когда мы подходим к определенной точке, это происходит еще раз, а потом еще раз. И наши блоки могут в этот момент перестраиваться. И таким образом мы можем качественно отобразить наш контент вплоть до 320 пикселей, до самых маленьких телефонов. Вот таким вот образом. Естественно, у вас адаптивная верстка сразу ассоциируется с Bootstrap, наверняка. Вообще, многие думают, что адаптивная верстка это Bootstrap. Нет, это совершенно не так. В Bootstrap просто прописана так называемая сетка. Все эти значения брейкпоинтов, они не случайны. И они сделаны таким образом, чтобы безопасно отображать контент на каждом из типе устройств. Мобильные телефоны, планшеты и ПК-монитор. Ну и мы сейчас за буквально пару секунд напишем ту самую Bootstrap сетку, и не нужно будет абсолютно никоим образом не использовать целую большую эту библиотеку, либо фреймворк для того, чтобы сайт стал адаптивным. Сначала применяем все то же, что мы применяли для отзывчивой верстки. То есть метод viewport должен быть равен width равно device минус width. Так? Также не должно быть никаких фиксированных значений у body, у контейнера. В общем, все то же, что и у отзывчивой верстки. Плюс сейчас мы, применяя брейкпоинты, применяя медиа-запросы, напишем сетку, которая в частности используется в том же Bootstrap. Итак, вот наш контейнер. И я вызываю первый медиа-запрос. О них мы поговорим чуть-чуть позже, более подробно. Вот, итак, я указываю здесь ширину максимальную, которая равна максимальной ширине контейнера. Вот, и далее я перестраиваю эту максимальную ширину на ширину поуже. Максимальная ширина 970 пикселей. Вот так. Дальше следующий брейкпоинт у меня будет 992 пикселя, и в этом случае ширина контейнера будет на уровне 750 пикселей.
И дальше для ширин вьюпорта меньше 768, то есть 767 пикселей, максимальная ширина уже нам не нужна вообще никакая. И теперь мы можем увидеть это в действии. При достижении ширины экрана, вот здесь можно наблюдать, 1200 пикселей, срабатывает первый наш брейкпоинт, первый медиазапрос, и ширина нашего контейнера становится на уровне 970 пикселей. Откуда берутся именно эти размеры? 970 пикселей — это ширина экрана чуть меньше, чем маленькие мониторы. Маленький монитор у нас 1024 пикселя в ширину. Вот. И мы видим, что наш контент адекватно отображается на этих ширинах монитора. Соответственно, все, что шире, это у нас большие современные мониторы, да? Но первый брейкпоинт, так называемый, специально сделан для вот таких вот старых, можно сказать, мониторов поменьше. Второй брейкпоинт, который срабатывает на 992 пикселей, это отображается у нас контент для планшетов. Допустим, если мы здесь выберем iPad, мы увидим, что его контентная часть, его viewport, точнее, 768 пикселей. Вот. А при первом брейкпоинте ширина нашего контейнера на уровне 750 пикселей. Поэтому контент безопасно отображается внутри планшета, как в книжном, так и в вертикальном варианте. Вот, оба варианта отлично смотрятся. Здесь есть отступы по бокам и так далее. Ну и далее следующий брейкпоинт работает при ширинах меньше планшетных, собственно, меньше 768 пикселей. Здесь уже контент никак не ограничивается, и мы получаем вот такой вот разброс от 320 пикселей до 768 пикселей. Соответственно, даже на айфоне каком-то 5 у нас все будет отображаться хорошо. Вот эти отступы у нас слева-справа заранее заданы были в нашем контейнере вот здесь. И как вы можете видеть, никакого бутстрапа для адаптивной верстки вам не нужно. Нужно потратить пару секунд, чтобы написать вот такие вот несколько строчек кода. И при правильном использовании контейнера в HTML, а я напомню, что в контейнер стоит обволакивать всю контентную часть, да, которая ограничивается по ширине. Все, ваш сайт становится адаптивным, и он будет безопасно отображаться на всех группах и типах устройств. И последний способ адаптивно верстать сайты — это отзывчиво-адаптивная верстка. Собственно, из названия ясно, что это некий симбиоз отзывчивости и адаптива, то есть применение медиазапросов, применение брейкпоинтов. Вспомним, что когда я рассказывал про отзывчивую верстку, то в ней есть один минус. Все-таки на маленьких разрешениях экрана, на маленьких ширинах экрана некий контент мог не помещаться и смотреться крайне плохо. Так вот, здесь мы это дело будем исправлять с помощью брейкпоинтов, с помощью адаптивной верстки. И хорошим примером является вот этот вот замечательный сайтик, посвященный велосипеду. Я его уже показывал. Итак, здесь у нас классная отзывчивая верстка, но в какой-то момент, когда уже контент вот здесь, вот в этих местах читается слабенько, мы делаем брейкпоинт, применяем адаптивную верстку и перестраиваем наши блоки. И дальше у нас вновь идет отзывчивость. Соответственно, на любом размере экрана мы получим классно отображаемый контент без всяких белых полей, либо не белых полей, без всяких отступов слева и справа, как это могли мы видеть при чистом адаптиве, да, при использовании некой сетки, например, бутстраповской. Вот. Здесь мы такого не увидим. Что будет, если мы применим отзывчиво-адаптивную верстку на наш импровизированный макетик? То есть мы, начиная сжимать экран, мы не увидим вот этой точки брейкпоинта, мы увидим отзывчивость. То есть все наши блоки начнут реагировать на ширину экрана и пропорционально сжиматься.
сжиматься до определенного момента. В определенный момент у меня брейкпоинт, который перестраивает, собственно, блоки нужным мне образом. И таким образом я получаю хорошее отображение контента, как я уже говорил, без вот этих пустых полей слева-справа, но при этом на малых ширинах экранов мы все равно можем получить полностью читабельный контент, такой, как нам нужен. Так какой же тип верстки следует применять? Дело в том, что это зависит от конкретной задачи, от конкретного дизайна и от конкретного ТЗ от заказчика. Конечно же, получается так, что отзывчивый адаптив решает все возможные проблемы, которые могут возникнуть при адаптации сайта. Лично я советую использовать именно этот метод, так или иначе, применяя отзывчивость внутри адаптивной верстки, либо применяя адаптивную верстку, то есть брейкпоинт внутри отзывчивой верстки. Еще раз повторюсь, все зависит от конкретной задачи, от дизайна. Медиазапросы, брейкпоинты звучит, конечно, замечательно, но что же это такое? Медиазапросы с указанием определенных условий позволяют нам выводить те или иные стили. Условия эти можно легко комбинировать. Таким образом, мы можем определить, например, ориентацию экрана, его размер, цветной он, либо монохромный, и в соответствии с этими условиями вывести нужные нам стили. На практике все выглядит следующим образом. Например, для файла стилей мы ставим собачку и пишем слово «медиа». Далее ставим пробел, и здесь мы указываем определенные условия, при выполнении которых будет выводиться тот или иной стиль. И первая группа условий — это тип устройства. Итак, первое значение, определяющее тип устройства, это значение all и является значением по умолчанию. После указания того или иного значения мы ставим фигурные скобки. Собственно, здесь и внутри них и будут прописаны стили, которые будут выполняться при выполнении того или иного условия. Итак, мы уже выяснили, что значение all подходит для всех типов устройств и является по умолчанию. Следующее значение типа устройства — это print. Соответственно, стили, которые будут здесь написаны, будут применяться к документам предварительного просмотра печати. Следующее значение типа устройства — это значение screen и подходит в первую очередь для цветных мониторов компьютера. Ну и завершает значение типов устройства — это значение speech. И стили будут выполняться для различных синтезаторов речи. Медиазапрос с указанием только лишь типа устройства не является брейкпоинтом, в отличие от указания значений из другой группы — характеристики устройства. Значения характеристик устройства записываются в круглых скобках. Их есть довольно много, я расскажу про основные. Первое из них — это orientation, отвечает за положение устройства, то есть портретное, либо альбомное, да? Если мы хотим применить стили, например, к портретному виду, то мы должны указать здесь orientation, двоеточие, portrait. Соответственно, если мы хотим применить стили к альбомному виду, да, тогда мы должны поменять значение portrait на landscape. И тогда все, что мы здесь напишем, применится в тот момент, когда мы, например, взяли наш телефончик и перевернули его вот таким вот образом. Следующее значение — это resolution, то есть разрешение. Это не размер экрана, вьюпорта, это именно количество точек на дюйм. То есть, указав определенная вот эта вот плотность пикселя, да, мы можем применить те или иные стили, когда наш сайт откроется на экране вот с подобным количеством пикселей на дюйм. Также можно указывать max и min resolution, соответственно, определяя максимальное число пикселей на дюйм, либо минимальное. Следующее значение — это монохром. Соответственно, из названия понятно, что эти стили будут применяться в тот момент, когда наш сайт откроется на черно-белом экране. Следующее значение — это значение ширин и высот. Это классические брейкпоинты как раз. Здесь мы можем указывать максимальную ширину, минимальную ширину, максимальную высоту и минимальную высоту. Да-да, высоты тоже участвуют при адаптиве, особенно когда у нас, допустим, фуллскриновый сайт, и нам нужно вместить его в некий ноутбук с очень узким экраном по высоте, да? Соответственно, мы должны применять и такие брейкпоинты.
Соответственно, применяя стили, например, внутри медиазапроса Max Width, то стили будут применяться в том случае, когда ширина экрана viewport будет меньше 768 пикселей в данном случае. То есть 767 максимальная ширина, все, выше уже нельзя. Соответственно, все, что ниже, да, 768, сработает наш вот этот вот медиазапрос, breakpoint, и здесь мы применим какие-то стили. В частности, у нас контейнер имел ограничение по ширине 1200 пикселей. На экранах меньше 768 пикселей это ограничение будет снято. Соответственно, вот в этом медиазапросе при указании минимальной ширины все будет наоборот. То есть вот это свойство, новый параметр сработает на экранах, которые наоборот больше 767 пикселей. То же самое аналогично относится и к max height и min height. Условия медиазапросов можно комбинировать с помощью логических операторов. Например, screen, and, логический оператор, и максимальная ширина 767 пикселей. Таким образом, стили, которые я напишу внутри этого медиазапроса, выполнятся только в случае открытия сайта на цветном экране монитора, а также при размере viewport, размере экрана меньше 768 пикселей. Если я поменяю оператор AND на оператор OR, который означает или, тогда у меня не будет жесткого условия. У меня стили мои сработают как на экранах компьютера цветных, да, так и при других устройствах ширина экранов, которая будет меньше 768 пикселей. С помощью комбинирования условий можно строить более сложные медиазапросы, например, как это. Здесь у нас экраны, а также ширина экрана меньше 992 пикселей, запятая, что равно оператору OR или, да, то есть мы пишем либо OR, либо запятую. А также экраны и максимальная высота 700 пикселей. Вот такой вот уже более сложный медиазапрос. Сегодня мы уже применяли медиазапросы для того, чтобы, например, построить так называемую адаптивную сетку под разные типы устройств. Вот. Хочу только добавить, что медиазапросы не нужно использовать по каким-то правилам, а нужно их использовать тогда, когда этого требует конкретная ситуация, конкретный дизайн. Например, вот здесь вот там, я не знаю, на 420 пикселях я хочу что-то поменять. Нет проблем, значит, я пишу медиазапрос, указываю 420 пикселей, 420, да, при максимальной ширине, и здесь что-то меняю, обращаюсь к какому-то селектору класса и что-то там меняю. То есть важно смотреть на дизайн и при том или ином размере экрана что-то там менять, переставлять блоки, увеличивать, уменьшать шрифт и так далее. И так далее. Осталось только добавить, что медиазапросы можно применять не только внутри файла стиля, а, например, в HTML при подключении внешнего файла стилей отдельно. Вот таким вот образом. А также внутри файла стилей, но тоже при подключении другого файла стилей. Вот таким вот образом. Соответственно, и в этом случае файлы подключатся только при выполнении условий в этих медиазапросах. Но мы движемся дальше и поговорим о методе Mobile First. Метод, либо подход Mobile First подразумевает под собой верстку сперва под мобильные устройства, а уже потом под более крупные размеры экранов. Считается, что таким образом мобильная верстка будет более правильной и быстрой. На практике все сводится к тому, что изначально мы описываем стили для мобильных устройств, далее пишем медиазапросы, но уже с условием не max width, а min width. Таким образом указываем ширину устройства, выше которой будет применяться уже новые стили. Соответственно, мы будем работать, расширяя экран, а не сужая его. Здесь слева у меня показана история, когда мы сужаем экран, да, верстаем от ПК-версии до мобильной, а справа показано Mobile First, подход Mobile First, собственно, от мобилки к большому экрану. И напоследок расскажу о ряде хороших практик, которые стоит применять при адаптивной либо отзывчивой верстке.
Первая хорошая практика, а точнее не практика, а такой себе лайфхак, для того, чтобы наша адаптивная верстка хорошо смотрелась при разных условиях, да, на мобильных устройствах, это добавление еще дополнительных значений в метод tag viewport, а именно initial scale со значением 1, то есть это начальный зум, начальный масштаб нашего сайта. Мы его сбрасываем. Максимум scale 1, то есть мы запрещаем, да, увеличивать масштаб. И дополнительно мы еще пишем user scalable 0. Еще раз запрещаем для других устройств масштабировать нашу верстку. Да, на некоторых устройствах пользователь не сможет принудительно увеличить масштаб нашего сайта, поэтому при использовании этих значений нужно убедиться в том, что ваша адаптивная верстка сделана хорошо, ей удобно пользоваться, весь шрифт читабелен, его видно и так далее, чтобы пользователю не нужно было масштабировать, собственно, сайт. Следующая хорошая практика — это меню бургер. Что такое меню бургер? Это когда уже на мобильных устройствах, да, на мобильных расширениях мы прячем наше меню, например, вот это импровизированное меню, вот в такое вот меню с 3 палочками, и оно выглядит как бургер, поэтому называется меню бургер. Это отличная практика, когда у нас не помещается какая-то навигация, мы его прячем вот в такую менюшку. Работает оно вот примерно таким образом. Здесь у нас есть меню, а на мобильных устройствах у нас меню бургер. Как сделать правильное меню бургер? У меня есть отдельный выпуск из рубрики «Как это сделать», и ссылочка будет в описании. Скрытие второстепенных элементов. Мы понимаем, что когда мы адаптируем наш сайт, то в какой-то момент мы выстраиваем наши блоки один под другой, и у нас получается довольно очень длинная страница, высокая, да? И пользователь на мобильном устройстве вынужден прокачивать свой большой палец, постоянно листая вниз. Так вот, чтобы этого не происходило, чтобы пользователю было удобно, мы можем скрывать блоки, которые, ну так скажем, не архи важны, да, для отображения именно там на мобильном устройстве. То есть эти блоки мы можем вообще убрать, либо скрыть их под каким-то спойлером. Я покажу на примере вот этого вот подвальчика. Здесь есть вот две дополнительных навигации: о нас и услуги. При разрешении мобильного устройства я скрываю эти навигации вот в такие вот спойлеры. И пользователь все равно может их открыть, нажав, да, и он получит раскрывшийся спойлер с навигацией. То есть он все равно может воспользоваться этим блоком, но изначально он будет скрыт, соответственно, высота сайта всего будет меньше и удобнее. Как делать эти спойлеры? У меня тоже есть отдельный выпуск из рубрики «Как это сделать», ссылка тоже будет в описании. Уменьшаем отступы. Соответственно, при уменьшении размера экрана следует и уменьшать и отступы. Рассмотрим на примере вот этого вот заголовка. Отступ тут до блока довольно большой. Так он смотрится неплохо, но уже на каком-то планшетном, мобильном экране он выглядит очень огромным. Соответственно, вот этот отступ нужно уменьшать, дописав определенный брейкпоинт, и сделать все более аккуратным. Абсолютно то же самое касается и размера шрифта, в частности заголовка. То же самое, при уменьшении ширины экрана где-то на мобильных устройствах или на планшетах следует уменьшать размер шрифта, чтобы опять же все смотрелось адекватно и хорошо. Вместе с уменьшением отступа мы видим, что выглядит все сейчас намного лучше, чем без применения этой хорошей практики. Размеры навигационных элементов. Если текст и отступы мы уменьшаем, то размеры навигационных элементов мы наоборот даже где-то можем и увеличить. Дело в том, что пальцы у мужчин особенно довольно большие, и попасть им на экране мобильного телефона на какую-то навигационную кнопочку, либо что-нибудь, стрелочку какую-то, довольно сложно. Поэтому нужно следить за тем, чтобы размеры этих элементов были довольно большие. Я бы сказал, если говорить о конкретике, то я бы назвал цифры в 40 на 40 пикселей. Это, в принципе, достаточная ширина и высота для того, чтобы без проблем попасть нашим большим мужским пальцем по какой-то навигационной штучке.
Кстати, можно поставить лайк видео. Вот, на примере меню бургер можно посмотреть, да, то есть оно должно быть довольно большое, потому что это архиважный элемент. То же самое касается и самого меню. Здесь шрифт можно даже подувеличить немножко, для того, чтобы тоже без проблем попадать на нужные пункты меню, для того, чтобы, собственно, мочь без проблем пользоваться сайтом с мобильного. Отдельная хорошая практика связана с изображениями. Например, мы добавим в нашу верстку некие картинки. Вот таким образом. И посмотрим на результат. Мы увидим, что размер картинки слишком большой, и вся наша верстка сломалась. Так как же сделать картинки адаптивными? Для этого в файле стилей мы обращаемся к нашей картинке, к тегу AMG, и пишем ему max width 100%. Таким образом, ширина картинки будет всегда подстраиваться под размер родителя, в котором она расположена. Таким образом, картинка будет пропорционально уменьшаться как по ширине, так и по высоте. Тема картинок в разрезе адаптива довольно обширна и заслуживает отдельного выпуска, в котором я и расскажу более подробно об участии картинок в адаптивной верстке. И завершающая хорошая практика, которой я хочу поделиться и которой пользуюсь я сам, естественно, это группировка в коде. Элемент плюс медиа запросы. Посмотрим на вот этот вот блок. Здесь у меня описан некий заголовок и сразу описаны для него медиа запросы, там изменяется его стиль. И можно выделить вот так вот отдельный блок сразу. Элемент описанный и его адаптив. Очень удобно потом при неких правках и вообще ориентации в коде и читабельности этого кода. Это что касается чистого CSS. В препроцессорах, в частности в SCSS, это еще круче, потому что здесь есть вложенность. Таким образом, я медиа-запросы свои вкладываю прямо внутрь моего селектора. И такая запись выглядит еще компактнее и еще круче, повышается читабельность. В качестве домашки оставлю небольшой макетик для тренировок в описании под видео. Но я, как всегда, жду от тебя лайк и комментарий. Обучайся, развивайся и помни, живи, а работай в свободное время.